Привет, друзья! Уже в немецком небе появляются дроны неизвестного происхождения. Власти говорят о разведке и возможных нарушениях, но подробности скрывают. Тем временем в Нью-Йорке Анна-Лена Бербак впервые столкнулась с открытым вызовом Дональда Трампа прямо на Генассамблее ООН. А в Берлине канцлер Фридрих Мерц неожиданно ставит под сомнение состояние американской демократии. Это заявление уже называют самым жестким за последние годы. Но это только начало. В Тюрингии партия Сары Вагенкниг решает свою судьбу во власти, а в Брюсселе готовят торговые удары по Китаю и Соединенным Штатам Америки. Трампу приготовиться. В Германии продолжают закрывать заводы, на этот раз заводы Штетлер, что затронет сотни рабочих семей. И даже бывший советник Белого дома Джон Болтон вмешивается в дела частной корпорации Microsoft, обвиняя ее топ-менеджера в угрозе безопасности всех Соединенных Штатов Америки. Что связывает все эти события и почему именно сейчас? Разберу каждую деталь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ежедневные выпуски только последних новостей Европы и Германии. Итак, в Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн зафиксированы новые полеты беспилотников. Власти рассматривают версию шпионажа и, возможно, диверсии. Министр внутренних дел региона Сабина Зютерлинг-Ваг из партии Христианско-демократический союз ХДС заявила, что все инциденты тщательно проверяются. По ее словам, власти находятся в тесном контакте с федеральным правительством Фридриха Мерца и Бундесвером. Зютерлинг-Ваг подчеркнула, что защита от беспилотников становится приоритетом, и полиция Земли уже усилила меры противодействия. При этом точное число дронов, их маршрут и происхождение остаются неизвестными. Данные расследования пока не разглашаются. Напомню, серия подобных случаев была ранее зафиксирована в Дании, где беспилотники привели к временной приостановке работы нескольких аэропортов, а теперь уже и в Германии. И это только начало. Как вы знаете, председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН стала Анна-Лена Бербак из партии «Зеленых». На открытии собрания ООН в Нью-Йорке она взяла на себя сложную роль – модерирование и контроль порядка на встрече лидеров более 100 государств. Во время выступления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Бербак призвала к строгому соблюдению регламента. Он же превысил отведенное время и вел себя экспрессивно. Когда Трамп пожаловался на неработающий телесуфлер, Бербак ответила, что техника ООН работает нормально. Критики отмечают, что в тени прямых высказываний Дональда Трампа стилистика Бербак воспринимается неоднозначно. Ее подход оценивают как жесткий, но порой слишком формальный. Учится на ходу, говорят наблюдатели. Позиция Германии на международной арене теперь связана с ее представительницей в главном руководящем органе ООН. На Бербак лежит ответственность за поддержание дипломатического баланса среди государств с диаметрально противоположными интересами. А теперь, внимание, дальше еще острее. Канцлер Фридрих Мерц ХДС резко высказался о состоянии демократии в Соединенных Штатах Америки. Он заявил, что в США подрыв демократии, давление на суды и ограничение свободы слова уже не носит временный характер. Это фундаментальное изменение. Мерц сказал об этом на форуме перед представителями в Берлине. Он отметил, что нормы и правила, которые раньше воспринимались как само собой разумеющиеся, сейчас все чаще ставятся под вопрос. По его словам, парламентская демократия и независимость судебной власти находятся под серьезным давлением. Канцлер подчеркнул, что перемены в Соединенных Штатах Америки шли не за одну ночь и не исчезнут после следующей избирательной кампании. Он добавил, что текущие тенденции не ограничиваются авторитарными режимами, они затрагивают и традиционные демократии, включая всю Америку. Критики администрации президента Дональда Трампа обвиняют ее в использовании правовой системы для преследования оппонентов. В качестве примера они приводят обвинения против бывшего директора ФБР Джеймса Коми и временную приостановку шоу ведущего Джимми Киммела, что привлекло внимание к свободе прессы. Следующая тема заставляет многих задуматься. Партия «Союз Сары Вагенкниг» в Тюрингии собирается на партийный съезд в Блайхероде. Делегатам представлен документ, в котором формулируются приоритеты на ближайшие месяцы. Темой станут вопросы войны и мира, а также роль Союза Сары Вагенкниг в правительстве. Такое участие в Тюрингии вызывает споры. Основательница партии Сара Вагенкниг ранее категорически критиковала свое участие в правительстве в таком составе, и часть местных членов
разделяют ее мнение, хотя это меньшинство. Лидером Тюрингского союза сыроваренных остается, напомню, Катя Вольф, которая представит главный проект постановления про формирование партийного профиля. Также в ходе съезда планируется уточнить, на каких началах союз сыроваренных будет действовать в правительственной коалиции и как партия будет позиционировать себя по ключевым внешнеполитическим, социальным и миротворческим вопросам. Как на это в дальнейшем будет реагировать основательница партии Сара Вакентнех, будем следить. Но это еще не главный поворот событий. Европейский Союз готовит ответные меры на усиливающееся экономическое давление со стороны Соединенных Штатов Америки и Китая. В ближайшие недели Европейская комиссия намерена ввести защитные пошлины, внимание, до 50% на импорт китайской стали и продукции из нее. Кроме того, планируется внедрение правил покупки европейского, ограничения, обязывающие государственные закупки, такие как строительство инфраструктуры, использовать исключительно европейские материалы и технологии. По словам еврокомиссара по промышленности Стефана Стежурни, Европейский Союз должен восстановить баланс в мировой торговле, особенно с партнерами, когда не соблюдаются международные правила. Он отметил, что для этого необходимо не только устранять внутренние барьеры, но и усилить защиту от внешних угроз. Поддержку инициативе выразил и министр финансов Германии Ларс Клинбель, который отметил, что «покупай европейское» может быть эффективным инструментом. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить справедливую конкуренцию и поддержать европейские предприятия в условиях глобальных экономических вызовов. И тут самое интересное, смотрите внимательно. Бывший советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Болтон призвал компанию Microsoft уволить свою высокопоставленную сотрудницу Лизу Монако, утверждая, что ее работа может затронуть вопросы национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Монако ранее занимала должность заместителя генерального прокурора при президенте Джо Байдене и советника по национальной безопасности при президенте Бараке Обама. С июля она работает в Microsoft в качестве председателя по глобальным вопросам. По словам Болтона, доступ Монако к конфиденциальной информации, связанной с государственными контрактами, является неприемлемым. Он утверждает, что ее присутствие в частной компании может создать риски для безопасности страны. Microsoft пока не прокомментировала заявление Болтона, однако, учитывая ее тесные связи с представительными структурами, этот вопрос может привлечь внимание регулирующих органов и вызвать общественные дебаты о роли бывших государственных служащих в частном секторе. А вот следующая новость удивила даже экспертов. Известный немецкий производитель канцелярских товаров Штетлер объявил о закрытии двух своих заводов в Германии. Речь идет о предприятиях в Ноймарке в Верхнем Пфальце и в Зюнхайме. После 2028 года эти заводы будут полностью закрыты, а их мощности интегрированы в основной производственный центр компании в Нюрнберге. Вместо этого Штетлер планирует инвестировать в строительство нового завода в Восточной Европе. Точные детали этого проекта пока не раскрыты. На предприятиях в Ноймарке и Зюнхайме работает около 300 человек. Компания заявила, что предложит всем сотрудникам новые рабочие места в Нюрнберге, однако профсоюз IG Metall выразил протест против этих решений, заявив, что они могут негативно сказаться на рабочих местах и социальной стабильности во всем регионе. Напомню, Штетлер является одним из крупнейших производителей канцелярских товаров в Германии и конкурирует с такими компаниями, как Faber-Castell и Schwab-Stable. Компания была основана в 1835 году и в настоящее время насчитывает около 2200 сотрудников по всему миру, из которых 1200 работают в Германии. И вот тут начинается самое неожиданное. Бывший премьер-министр Гессена Рональд Кол призвал к масштабному сокращению субсидий в Германии, утверждая, что даже при снижении на 15% экономика страны не пострадает. Он отметил, что такие меры необходимы для устранения дефицита в федеральном бюджете. Кох является близким соратником, напомню, канцлера Фридриха Мерца. Он подчеркнул, что сокращение субсидий на 10-15% возможно без серьезных последствий для экономики. Также он отметил, что при таких мерах можно сэкономить до 12 миллиардов евро в год. Однако, несмотря на поддержку со стороны некоторых членов Христианско-демократического союза ХДС, такие предложения вызывают критику со стороны оппозиции и общественных организаций. Они предупреждают о возможных негативных последствиях для определенных отраслей и социальных групп. В то же время экономисты, такие как Клемен Фюст, президент Института экономических исследований в Мюнхене ИФА,
считает, что постепенное сокращение субсидий может быть эффективным инструментом для стабилизации бюджета. Они подчеркивают важность продуманного и сбалансированного подхода к таким мерам. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.